Сегодня фильм «Сити Айленд», 2009 год, автор сценария и режиссер Реймонд де Феллите. В ролях Энди Гарсия, Джулиана Маргулис, Стивен Стрейт, Эмили Мортимер, Эзра Миллер, Доминик Ларидо Гарсия, дочь Энди Гарсия, бюджет 6, сборы 7,9 миллионов долларов. Сюжет. В Сити Айленде живет семья, муж Винс Риццо, тюремный надзиратель, жена Джойс, домохозяйка вроде, старшая дочь Вивьен, которая должна учиться в колледже, но ее оттуда выперли за употребление запрещенных веществ. И она зарабатывает в стриптиз-баре. Младший сын Винни, подросток лет 15, который мечтает познакомиться с соседкой-толстушкой. Ничего необычного. Ах да, Винс мечтает стать актером. Тайно от жены ходит на курсы актерского мастерства. Но жена начинает подозревать его в изменах. Все бы ничего, но однажды муж приводит в дом заключенного Тони, получившего условный срок, так как его никто не взял в семью. Так вот, этот Тони был его сыном, но Винс скрыл этот факт от семьи. Приезжает дочь на каникулы, в общем, вся семья в сборе. За обедом Винни делает замечание сестре, что у нее выросла грудь. И тут разгорается скандал. Все начинают кричать, кроме Тони. В итоге отец согласился с сыном, что у Вивьен действительно грудь стала больше. Оказалось, что она сделала операцию, чтобы работать в стриптиз-баре. В общем, все как у всех. Когда в моей семье возникают ссоры, я очень расстраиваюсь. Начинаю анализировать, ищу причины. А когда смотрю подобный фильм, успокаиваюсь и думаю, ну не у меня одной эти проблемы. Тем временем Винс, по совету сценической партнерши Молли, идет на кастинг фильма Мартина Скорсезе. И его утверждают после того, как он произносит монолог новичка в тюрьме с наездом на самого отъявленного головореза по принципу «лучшая защита нападения». А этот монолог ему дарит его сын Тони. Правда, он еще не знает, что он сын, но зато он знает о мечте Винса стать актером. Жена, терзаясь муками ревности, решает завести интрижку с Тони. Но, к счастью, Тони вовремя остановился и сказал, что не может этого сделать. Винс и Молли решают, что пора открыть правду и об увлечении Винса актерством, и о старшем сыне Тони. Они приезжают в дом к Винсу, и начинается выяснение отношений с дракой, ножом и прочим, и заканчивается тем, что семья признает Тони, все по очереди обнимают его, и выясняется, что Винс не изменяет жене, а будет сниматься в фильме самого Скорсезе. Сей факт мне показался дико смешным. Наверное, имя Скорсезе использовали для того, чтобы показать, что самые фантасмагоричные мечты сбываются. Подумаешь, Скорсезе. Вот Молли делится с Винсом, что отец был уборщиком в школе, мать ушла, когда ей было 6 лет, то есть семьи практически не было. И Молли тоже бросила своих детей на мужа и уехала в родной город 5 месяцев назад. На вопрос Винса «почему?» пожимает плечами и говорит, наверное, хотела проверить, можно ли жить без прошлого. Винс: невозможно. Молли: не презирай меня, я почему-то думала, что ты меня поймешь. Винс тепло обнимает ее. Кстати, потом она уезжает к детям и мужу, наверное, посмотрела на воссоединение семьи Винса, почувствовала себя одинокой и решила все исправить. Ну а кинокарьера Винса идет в гору. Жена произносит тост за моего мужа, самого лучшего актера в Сити Айленде. А сын Тони подхватывает: за моего отца, единственного актера на Сити Айленд. Легко быть лучшим, когда ты единственный. А Винс понимает, что появление Тони странным образом изменило его жизнь. Думаю, мне следовало найти его гораздо раньше. Каждому шумному городу нужен тихий остров. Как и каждой мятежной душе нужно место для покоя. У меня самая красивая жена, мне повезло. Бог знает, когда направить тебя на путь истины. Он даст тебе второй шанс, чтобы ты исправил все свои ошибки. И я воспользовался этим шансом. Они, семья, соседки-толстушки, берутся дружно за руки и приступают к трапезе. Замечательный фильм. Люблю Энди Гарсия. Мне он кажется очень добрым, семейным человеком. Смешной, ироничный, неповерхностный, трогательный, порой до слез. Всем рекомендую. На сегодня все. Всем пока.